Обсудим 14 вещей, которые могут значительно облегчить голодание. Помните, за исключением воды, все, что вы употребляете во время голодания, прерывает его в некоторой степени. Но то, что я назову, очень незначительно скажется на вашей способности вернуться к голоданию. Говоря о прерывании голодания, мы говорим об уменьшении кетоза, повышении уровня инсулина и тому подобном. Очевидно, сильнее всего ваше голодание нарушают простые углеводы, то есть сахар. Диета с высоким содержанием углеводов. Белок также может прерывать ваше голодание, потому что он может стимулировать инсулин. А если съесть большую порцию белка, то он превратится в вашем теле в топливо. Например, если во время голодания вы начали тренировку, приняв перед ней аминокислоты БЦАА, это прервет ваше голодание из-за стимулирования выработки глюкозы. Коллаген и костный бульон. Они тоже повышают инсулин. Есть две вещи, которые почти не влияют на выработку инсулина. Это жиры и клетчатка. Клетчатка на инсулин не влияет, так что, когда вы едите, например, листовую зелень, в которой очень много клетчатки и мало сахара, инсулин у вас почти не поднимется. С другой стороны, какая угодно порция любой еды, если в ней есть определенное количество калорий, немного стимулирует инсулин. Учтите это. А теперь рассмотрим, что вы можете съесть такого, что почти никак не скажется на вашей способности оставаться в кетозе и соблюдать голодание. Во-первых, масло МСТ. Отличная штука. Особенно поначалу, особенно по утрам. Можете добавить его в кофе. Оно очень быстро превращается в кетоны. Их может использовать головной мозг. Их может использовать сердце. Кетоны можно использовать как энергию. Масло МСТ позволит вам дольше не чувствовать голод. Это был номер один. Номер два — кофе. В нем мало калорий. Он почти не прерывает голодание. Можете пить кофе, если не кладете туда сахар. Если добавите другой подсластитель, например, немного эритрита, стевии или архата, это не создаст проблем. Можно добавить жирных сливок. Небольшое количество на голодание особо не повлияет. Не стоит сильно переживать из-за них. Кофе поможет дольше голодать, он притупляет чувство голода. Номер три — экзогенные кетоны. Еще их называют кетоновыми солями. Если, например, во время голодания вы устали или ваше сознание затуманено, можете просто принять кетоны. Они попадут в кровоток, а оттуда их возьмет ваш мозг. Если у него есть выбор между глюкозой и кетонами, он всегда выбирает кетоны. Но если организм еще не адаптировался, и вы не производите кетоны, то сахар в крови может понизиться, и вы почувствуете усталость. Но если дать вашему мозгу кетоны, он поглотит их и возьмет из них энергию. Экзогенные кетоны помогут вам чувствовать себя лучше во время голодания, особенно при вялости или умственном утомлении. Номер 4 — чай. Когда вы пьете чай, это очень помогает вам продлевать голодание. А все фитонутриенты в чае и травы, на которых он заваривается. Номер 5 — электролиты. Это определенные элементы, и имейте в виду, тут почти нет калорий, если только вы не пьете электролиты, в которых есть глюкоза. Это мы не рекомендуем. Но макро- и микроэлементы в электролитах помогут вам с сахаром в крови и дадут энергию вашим мышцам. Это в целом облегчает голодание. Номер 6 — пробиотики. Это полезные бактерии, помогающие стабилизировать сахар в крови. Номер 7 — витамины группы В. Они помогают с инсулинорезистентностью. Они дают энергию. Они нужны нам на клеточном уровне, особенно когда вы голодаете или поддерживаете кетоз. Яблочный уксус очень полезен для уровня сахара в крови. Он позволит вам не есть намного дольше. Далее. Если вы пьете чайный гриб, помните, что в нем часто слишком много сахара. Не забывайте читать состав. Если там 2 грамма, то в принципе не страшно.
Но для некоторых даже 2 грамма будет слишком много. Так что тут все дело в метаболизме. Но я хочу сказать, что, как правило, в чайном грибе меньше сахара, чем в других типах чая. В нем есть полезные пробиотики и кислоты. Они помогут голодать дольше, особенно под вечер. Например, если вы ищете замену пиву, вину или шампанскому. Замену с похожей текстурой и карбонизацией. То, что можно выпить вместо них. Номер 9. Клетчатка. Она не стимулирует инсулин. Это пища для ваших бактерий, вырабатывающих масляную кислоту. Можно сказать, что эта кислота сродни кетонам. Она может помочь с сахаром в крови и инсулинорезистентностью. Если принимать концентрированную клетчатку зелени или концентрат сока витграсса в порошке, это вряд ли создаст какие-то проблемы. Вы получите питательные вещества, а клетчатка в напитках из зелени послужит пищей вашим бактериям. Это поможет работе вашего тела. Ведь вы словно едите высушенные овощи, и вы даже можете чувствовать себя более сытым. Номер 10. Эритрит. Его можно добавить в кофе. Но эритрит совершенно не влияет на гликемический индекс, и он абсорбируется в тонком кишечнике. Он попадает в кровоток, а оттуда в почки, не изменившись. Это подсластитель, его можно добавить в чай, кофе и куда угодно. Ничего страшного. Тоже со стевией и архатом. 3 этих подсластителя почти не влияют на уровень сахара в крови. Номер 11. Сок лимона. В нем есть немного углеводов, но немного сока лимона можно добавить в воду. Он не прервет ваше голодание дольше, чем на минуту, зато он может снизить риск образования камней в почках и даже подагры или высоких уровней мочевой кислоты. Номер 12. Смесь аминокислот. Как правило, белок стимулирует выработку инсулина. Но некоторые смеси аминокислот, например, кетонезаменимые аминокислоты, не снабжают тело топливом, а помогают в основном при восстановлении. Итак, смесь аминокислот может быть очень полезна. Если принять ее сразу после тренировки, вы получите аминокислоты, но инсулин у вас не подскочит. Больше информации по ссылке внизу. Номер 13. Морская соль. Она очень важна. Я рекомендую гималайскую розовую морскую соль. Мне самому она очень нравится. Благодаря морской соли вы можете почувствовать прилив сил в мышцах и прилив энергии в целом. Если у вас нехватка соли, у вас может начаться что-то вроде кето-гриппа или кето-усталости. Итак, соль придаст вам энергии. Наконец, номер 14. Просто вода. Помните, я не рекомендую выпивать по несколько литров воды, чтобы якобы заглушить голод. Но если у вас легко образуются камни в почках, то при голодании они могут появиться. Поднимается уровень мочевой кислоты, и из-за этого могут образоваться камни. Но если пить достаточно воды, примерно 2-2,5 литра в день, то моча будет достаточно разбавленной, и камни в почках образовываться не будут. Если пить больше воды, это может помочь. Во время голодания вы заметите колебания уровня гормонов. Из-за этих гормональных колебаний иногда вы будете чувствовать голод, особенно по утрам, в 8 часов. У вас подскочит кортизол, вам захочется поесть. Если не обращать внимания на этот голод, чаще всего он проходит. Если не проходит, поешьте. Но если вам то хочется немного поесть, то вдруг совсем не хочется, поймите, что это просто колебания гормонов. Просто не обращайте на это внимания и поголодайте еще немного. Вот и все. Спасибо, что смотрели. Я хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Я очень признателен. Если вам помогает информация из моих роликов, если вы хотите поделиться ей с миром, пожалуйста, напишите мне свою историю успеха. Щелкните на ссылку внизу, введите все данные, и пусть люди узнают о пользе здорового кето и интервального голодания.